Стильный и удобный дизайн, 40-мм динамические драйвера, HRS звучание при проводном подключении, звучание высокого разрешения с глубокими басами, поддержка технологии активного шумоподавления до 43 дБ, функции прозрачности, фирменного приложения, технологии пространственного звука, игрового режима, а также установлен Bluetooth чип версии 5.4, а время автономной работы достигает 75 часов на одном заряде наушников. Обо всем этом, разумеется, я прочел в рекламе к наушникам под названием Edifier H9. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в неплохо оформленной коробке из плотного картона с названием, краткими характеристиками и изображением модели. Упаковка хорошая, плюс за то, что форма под наушники не пластиковая, выполнена из картона. В комплекте мы имеем сами наушники, краткое руководство и довольно длинный кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Мешочка для транспортировки или кейса нет, к сожалению. Вес наушников, как и габариты, стандартные, вы видите их на экране. Далее. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в Телеграме. И вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Перейдем же к наушникам. Начнем. Приобрести Edifier H9 можно в белой, черной и серой расцветке. Внешне H9 лично мне слегка напоминают полноразмерные наушники Anker Soundcore Space. В любом случае выглядит модель хорошо, но круглые чашки на любителя. Большая часть корпуса выполнена из матового пластика, крепление чашек также пластиковое. Но в оголовье установлена металлическая дужка, что в целом стандартно. Корпус не марки, особенно в светлой расцветке. Качество материалов, как и сборка, хорошая. Далее. Амбушюры мягкие, с хорошим эффектом памяти. Удобно, что их можно легко снять и заменить. Однозначно полгода амбушюры прослужат. Все зависит, правда, от того, как использовать наушники. Оголовье, как по мне, реализовано не лучшим образом. Можно было бы сделать область с мягкой вставкой слегка шире, а также внутренний материал оголовья заменить на более упругий. Что касается посадки, все нормально. При длительном прослушивании музыки дискомфорт ощущается только в области оголовья, уши же не устают. Посадка надежная, из головы наушники не слетают. Сила зажима умеренная, вентиляционная система реализована неплохо, но в теплую погоду будет жарковато. На шее наушники носить можно, и они не мешаются. Размеры регулируются за счет 10-ступенчатой системы, размер фиксируется в основном хорошо, но есть пару положений, в которых выбранный размер может слетать. Удобно, что чашки складываются, что позволяет без особых проблем носить их в рюкзаке, и не только. Также чашки имеют стандартную систему регулировки по вертикали и горизонтали. На самих наушниках можно заметить маркировку Left и Right, логотип бренда, краткую информацию, LED-индикатор, разъем Type-C для зарядки, микрофоны и механические прорезиненные кнопки для управления. Из команд на борту Play, пауза, переключение треков, регулировка громкости, ответ-сброс вызова, вызов голосового ассистента, вход в режим сопряжения, переключение между режимами шумоподавления и переключение между тремя режимами работы. На нажатие наушники откликаются моментально, команды сопровождаются системными звуками и качественным озвучиванием женским голосом на английском языке. В приложении есть возможность отрегулировать громкость звукового сопровождения, переназначить команды можно только на многофункциональные кнопки. В целом управление удобное и к нему быстро привыкаешь. Летим дальше. Оснащены наушники стандартно 40-мм динамическими драйверами, по кодекам есть поддержка AAC и SBC, на борту есть 3 режима работы, такие как музыкальный режим, игровой и пространственный звук. Удобно, что их можно переключать с помощью команды на кнопки, и необходимости заходить в приложение у вас нет. Игровой режим снижает задержку до 48 миллисекунд. Для игр он подходит хорошо, во всяком случае с ним играть комфортнее, чем в музыкальном режиме. Пространственный звук отлично подходит для просмотра фильмов или различных роликов, но отмечу, что хоть и звук становится более объемным, качество же слегка ухудшается. Далее, активное шумоподавление до 43 дБ имеет 2 силы шумоподавления. Также есть функция уменьшения шума ветра, которая показала себя достойно, и функция прозрачности с 6-уровневой регулировкой. ANC реализовали неплохо, белого шума с включенной этой функцией в наушниках нет, и в паре с пассивной шумоизоляцией, если выкручивать громкость до 50%, ANC достаточен для того, чтобы отрезать громкий монотонный шум. С ANC, разумеется, качество звука становится менее детальным и сбалансированным, но бас становится заметно мощнее. Функция прозрачности не раздражающая, и использовать ее на улице для разговора с собеседником можно. Заряд наушников в шторке отображается, что
стандартно. При включении наушники автоматически подключаются к ранее сопряженному устройству. Мультипоинт датчиков автопаузы нет, что неудивительно. В приложении помимо уже перечисленного можно найти две звуковые предустановки звука и даже кастомный эквалайзер, но он четырехполосный. Эффекты настроены неплохо, а на персонализацию звука модель откликается в целом нормально, но сам кастомный эквалайзер не особо гибкий. Летим дальше. Полный цикл зарядки наушников занимает 2 часа. Производитель заявляет, что данная модель может отыграть до 75 часов с выключенным ANC по кодеку SBC на 80% громкости, а с включенным ANC до 45 часов. В моем случае по кодеку AAC с музыкальным режимом на 100% громкости без активного шумоподавления они прожили 65 часов. При этом первые 40% уходят по 10% за 8 часов. Автономность хорошая, но есть модели, которые живут куда дольше. Плюс есть функция автоматического выключения, ее можно настроить в приложении. О водонепроницаемости наушников информации я не обнаружил, так что не советую в них прогуливаться под дождем. В целом, так дела обстоят у большинства полноразмерных наушников. Далее, для полноценного использования нужно установить приложение Edifier Connex. На главной странице с подключенными наушниками можно увидеть заряд наушников в процентах. Обновления лично мне не прилетали. В приложении можно воспользоваться функцией поиска наушников звуковым сигналом, делиться своими кастомными эквалайзерами или загружать сторонние. А об остальных функциях я уже рассказал ранее. Далее, Bluetooth версии 5.4 через две стены наушники от смартфона не отваливались и фризов я не наблюдал. Задержка на YouTube незаметная, как и в играх с включенным игровым режимом. Отмечу, что данную модель также можно подключить по кабелю Type-C, и в этом случае пользоваться функционалом можно, что для кого-то будет плюсом, огромным притом. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны с шумоподавлением на базе AI, перегруз есть, как и искажение голоса, но не так все мрачно, и для разговоров в не особо шумной обстановке подобного микрофона будет достаточно. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников полноразмерных H9 и насколько хорошо они отрабатывают, решать вам. Как произносить этот бренд, решать тоже вам. Но в целом микро по мне не самый печальный. Говорю, основная фишка, в принципе, этих наушников это то, что можно под Type-C-шнику подключать их, и это довольно удобно, и плюс еще и звук меняется. Вам оценивать, вам решать. Звучание. Запас громкости есть, но я бы не сказал, что он большой. В любом случае, лично мне достаточно 65% громкости для прослушивания музыки без ANC на улице. Общее впечатление от звука хорошее. Высокие звучат качественно и приятно, вокал как мужской, так и женский H9 отыгрывает хорошо, середина имеет неплохую проработку. В стоковом звучании лично мне не хватило мощных и глубоких низких частот, как по мне их реализовали не лучшим образом. Данную модель, как и все наушники, необходимо примерять и обязательно слушать свои любимые файлы со своим любимым источником. H9 имеет хороший звук, но он отличается от стандартного звука, который мы привыкли слушать в полноразмерных Bluetooth наушниках. В H9 звучание более нейтральное. При подключении наушников, используя USB-C кабель, звук становится более собранным и сбалансированным. Сцена в подобном сценарии более широкая и детальность звука очень хорошая. А самое главное, низкие частоты становятся более глубокими, за что плюс. Далее, минусы. Нет датчиков автопаузы, нет мешочка или футляра для переноски. Посадка слегка некомфортная из-за подобного оголовья, хотя здесь все будет не у всех одинаково. Может, вам будет удобно. Нет кодека высокой четкости. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Edifier часто очень выгодно продают. Резюмирую. Беспроводные наушники Edifier H9 неплохие, как по мне, полноразмерные наушники. Но в этой ценовой категории конкурентов очень много.
много, и тут нужно выбирать по звучанию, так как на вкус и цвет, как говорится, все фломастеры разные, да даже по цвету наушников, по материалам оголовья, параметров очень много. По функционалу особых преимуществ в сравнении с другими моделями здесь нет, но плюс за звук по кабелю Type-C. От меня девайсу однозначное да, подписывайтесь на канал с колоколом, огромное спасибо за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья.